Дорогие рыбы, здравствуйте! Я вас приветствую на Черноморском берегу. Поздравляю вас всех с Новым годом 2023, который обещает быть годом кота или кролика. И я желаю вам исполнения всех ваших мечтаний. Я вам желаю здоровья, счастья, любви, творческих успехов, денег побольше. И у меня гадание на год для вас. Гадание будет на картах Таро, гадание по месяцам, 12 карт, 12 месяцев. Смотрите, радуйтесь и готовьтесь встречать новое счастье в новом году. Для драгоценных рыб я выбрала карты с ангелами. Вот так вот они называются. И вот так вот выглядят. Сейчас я вам покажу очень красивые карты. Здесь на каждой карте ангел есть. Обязательно где-то. Видите? Вот, например, здесь вот, например, просматривается ангел. Итак, я обещала гадание по месяцам. Несколько нестандартная схема, но по заявкам, и она может быть полезная. И вы можете вести отсчет месяцев стандартный, первый месяц, январь, 2 февраль, 3 март и так далее. А можете, если вы доверяете астрологическим каким-то установкам, если вы, например, изучили свой гороскоп уже досконально, если вы знаете ваш текущий соляр, знаете, когда у вас новый соляр откроется, в общем, это немножко другого уровня подход, да? Вы можете начать считать месяцы в этом гадании от дня своего рождения. Если вы родились, например, 1 марта, да, то для вас первый месяц, соответственно, здесь, это будет март. А если вы родились 10 марта, то для вас первый месяц это будет время с 10 марта по 10 апреля. Поняли вы схему, да? И тогда, чтобы вы можете посчитать, какой месяц для вас будет январь, чтобы дойти до этого января 2023 года. В общем, я думаю, что вы поняли, да? Обычно так делают, часто так делают, потому что вы рыбы, вы же не козероги, у вас соляр ваш, на течение соляра, точка открытия соляра же не совпадает с календарным началом года, поэтому вы можете использовать вот такую схему, равно как и другие ваши соседи по зодиаку. А если вы хотите простоты, ясности, уверенности и ничего не считать, то тогда давайте так, все просто. Для вас январь, для вас февраль, первая карта, вторая, третья и так далее. Я настроилась на хорошее гадание, я настроилась рассказать вам только лучше, потому что вашим друзьям, соседям по зодиаку карты все хорошие достались, правда. Вот нету, скажем так, черного года ни у кого совершенно. И я думаю, что рыбам тоже карты достанутся очень хорошие. Вот у меня на столе, здесь вам не видно, есть котик, есть кролик. Талисманы года, они притягивают нам удачу. Итак, первая карта, первый месяц, январь для рыб. Кто это? Королева жезлов. Хорошая, очень активная карта. Крупные жезлы – это продолжение каких-то деловых проектов у вас. Как правило, это связано с профессией, с работой, с бизнесом. Часто королева жезлов просто обещает новую работу, новую должность, новый кабинет, новое рабочее место, новые обязанности и так далее. Вообще масть жезлов огненная, то есть она такая, в общем, довольно враждебная вашей масти. Но тем не менее, вообще все жезлы вносят в жизнь какой-то энтузиазм и определенную ясность. То есть они вектор задают, направление. Если вы, например, до этого не знали, куда вам пойти работать, или в каком-то другом деле затруднялись, принять решение, может быть, куда пойти учиться, или что делать с какими-то запущенными любовными отношениями, с какой-то там запутанной любовной историей, то здесь, какое-то озарение приходит, и вот такой вырисовывается четкий, ясный путь. Время придет, и широкую, ясную грудью дорогу проложим себе. То есть это
очень направлены ваши желания, очень направлены ваши усилия. То есть понятно, что делать. Понятно, что делать, чтобы заработать денег. Понятно, что делать, чтобы выучиться на какую-то профессию, специальность. Понятно, куда ехать, понятно, с кем дружить и так далее. В общем, ключевое слово это, наверное, будет так. Деятельно, активно и понятно. Не одно слово получилось, но смысл ясен. Как правило, новая работа, успехи в бизнесе, карьерный рост может быть. Не такой большой, как с некоторыми другими картами, но тем не менее. Новые обязанности. А еще королева жезлов – это, безусловно, портрет женщины. Такой вот активной, деятельной, с которой вам легче или лучше работается. Это может быть ваша коллега или партнер по бизнесу. Это может быть просто какая-то активная подруга, которая во многом вам помогает. Например, если вы там сами затрудняетесь с кем-то поговорить, например, то она может это сделать для вас. То есть, условно говоря, королева жезлов – это тот экстраверт, которого нанимают интроверты, чтобы он за них решал все вопросы в социальной среде. Далее февраль. Хорошее начало, очень бодрое. Февраль, вторая карта. Девятка пентаклей. Надежная, спокойная, стабильная, в первую очередь денежная. Девятка пентаклей сообщает о приходе в вашу жизнь какой-то финансовой денежной дисциплины. Это порядок в денежных делах. Откуда он берется? По-разному может быть. Опять-таки новая работа, например, с регулярной зарплатой, хорошей, постоянной, гарантированной, приносит в сердце такой покой, да, такое успокоение, а в кошелек приносит порядок. Появляются деньги, на все хватает, вы можете их распределять. Но с этой картой вы можете вообще в это время, да, в феврале, можете вообще быть занятыми. А вот именно распределением доходов и расходов, это хлопоты, впрочем, приятные о финансах, это какие-то вложения, сбережения, это ваши инвестиции, может быть, какие-то крупные или нет, в свой бизнес или в чужой. В общем, это, знаете, девятка пентаклей, достаток и определенная какая-то очень мудрая, спокойная, иногда скучная забота о деньгах. Вот распределение денег. Условно говоря, у нас у каждого есть бюджет, у кого-то персональный, у кого-то семейный. И вот эти статьи бюджета в их иерархическом каком-то порядке. Это вот все девятка как раз пентаклей. Карта в целом хорошая для всего. Плохих значений она таких прям особо, наверное, даже не имеет. Ну, как опосредованно, не напрямую, но опосредованно она может обещать и новую работу, и какие-то новые денежные занятия. Карта часто, правда, дает сомнения в любви, дает сомнения в состоятельности каких-то любовных отношений, потому что ее называют карта холостяков и старых дев. По ней вы встречаете людей, которым не нужны отношения близкие или постоянные, людей, которые не хотят вступать в брак, или вы сами выглядите или являетесь такими вот людьми. Иногда очень драматично она проигрывается, знаете, вот в личных гаданиях, когда, например, девушка спрашивает, ну, буквально задает такой вопрос: ты тут парень, хлопец, женится он на мне или нет? И выпадает, вот, например, девятка пентаклей, да? Нет, скорее не женится, потому что он и так хорошо живет, и вы ему просто не нужны. Место в его жизни рядом с ним для вас как будто бы нет, как будто бы оно вот как-то не приготовлено. Ну, в целом, это время может быть без перемен, разве что какие-то хорошие новости именно о деньгах придут. Это закрытые долги, возвращенные долги. Иногда это выигранные в суде или в досудебном порядке решенные дела, связанные как раз с какой-то задолженностью. Далее март.
третий месяц, ваш месяц получается, да? Ну вот, тем более понятно и обосновано появление карты «Отшельник». Вот отшельник. Вообще, на самом деле, мы все, когда переживаем открытие солярок, то есть в пределах дня рождения где-то находимся, да, и в месяце, когда день рождения, мы все вообще-то превращаемся в отшельника, потому что это время думать, переосмысливать жизнь, переориентироваться, выбирать какие-то другие жизненные пути. Уезжать, ведь не зря же и астрологи, психологи, кстати, тоже рекомендуют день рождения не в привычной среде и не среди примелькавшихся лиц встречать, да, а вот уезжать. Чем дальше вы уедете, во-первых, тем сильнее вы поправите, ну или испортите ваш гороскоп на год, вот. Но тем все равно зададите более активное какое-то время, более активный год для себя. И вот вам выпадает в марте карта «Отшельник». Она про многое говорит, но интересно, что все ее активные трактовки касаются только лишь каких-то тонких планов. По факту, объективно в жизни может ничего не случиться, а внутри вы изменитесь, буквально встрепенетесь однажды мартовским утром совершенно новой личностью, совершенно новыми жизненными ценностями, установками, с другими планами, и пойдете как будто бы своим путем. Кто такой отшельник? Это лицо, которое идет своим выбранным путем и часто идет этим путем вопреки мнению других людей, вопреки мнению большинства. Отшельник – это тот, кого нельзя отговорить, кого нельзя заставить передумать. Поэтому это, конечно, уходящая фигура. А на практике отшельник – это ваш уход откуда-то, но очень подготовленный, очень обдуманный. Например, уход с работы может быть, очень даже запросто. Но это уход, к которому вы готовились 5 лет. Вы там 5 лет учились, переучивались заочно на какую-то другую профессию, специальность, да? Уже, может быть, и связи какие-то заимели, уже полностью мозгами переключились на новое дело. А теперь вот пришло время уже по факту надоевшую какую-то должность оставить. И отшельник, ну, не только уходит, он же еще и вступает на какой-то путь. То есть здесь речь и о какой-то реализации профессиональной, но на самом деле не только. То есть найдете свой путь, можно сказать. Или задумайтесь, по крайней мере, что вам пора бы уже его искать, да? Обычно это мы так говорим про дела, про профессию, про заработки. Неоднозначный месяц. Отшельник ведь не веселая фигура. Это время очень-очень сильно подумать о себе, о жизни, о том, куда мы катимся. Далее, 4-я карта – это апрель, получается. Паж жезлов, да? А у вас кто-то был жезлов. Ага, королева была жезлов. Теперь паж жезлов. Новое дело. Ну, все довольно логично, да, кстати. А вот отшельник вас отправляет в новый путь, а здесь появляется новое дело. И, естественно, новые какие-то люди. Паж – это новый человек. Появляется в вашу жизнь, входит новый человек. Может это быть романтическое знакомство? Безусловно. Это может быть именно романтическое знакомство, то есть новая молодая страсть. Ну, как правило, пажи описывают именно молодых людей, в буквальном смысле молодых по паспорту. То есть каким-то молодым человеком вас сведет судьба, может быть, и друзьями вы окажетесь, может быть, не друзьями, может быть, коллега какой-то очень интересный, яркий, такой же, увлекающий вас. Если вы, видите, выбираете новое дело до этого, то вполне логично, что в новых делах вам пригодятся какие-то новые люди. Еще пажи – это могут быть ваши дети, ваши подросшие, и хлопоты, и с ними связаны и новости вот, от ваших детей. Но еще раз подчеркну, карта хорошая, она какой-то новый энтузиазм в жизни вот вам вселяет в вас, какую-то новую веру, желание заниматься чем-то новым. Но опять же,
Жезл – это огонь, и энергия очень недружественная вашей энергии, в воде. То есть, вот я думаю, именно для водных людей такое обилие жезлов – это все-таки довольно некомфортное время. Оно продуктивное, но на месте вам может быть немножко сложно следовать этим новостям, этим людям, сложно с ними контактировать. Они непонятные вам, они чуждые, они какие-то, вот знаете, с альтернативной такой вот реальностью. И поэтому тут какой-то поиск компромиссов, наверное, должен быть. А так, если просто сказать, в апреле вас ждет новость, сообщение о новом деле, приглашение, понимаете, куда-то. Кто-то за ручку вас выдергивает и в центр хоровода вытаскивает. Хорошо, если в центр хоровода, а не на арену цирка, как это вообще-то чаще бывает. Но это приглашение, опять-таки, на новую работу, может быть. Если вы грезите именно новыми занятиями, новым бизнесом, новой работой, то у вас вот таких возможностей даже в начале года будет полно и разных. Май. Так, пятая карта, пятый месяц. Она не должна была перевернуться, поэтому мы ее вернем. Королева мечей. Пиковая дама, та самая злодейка-соперница. Кстати, вот видите, фигурные карты все-таки есть, да? Это фигурные карты – это люди или человеческие поступки, разные человеческие энергии. Это значит, что год, в общем, довольно какой-то, связанный с людьми, или какая-то есть ваша зависимость от людей, от их поступков, от их мнений. Вот, королева мечей, понятно, что это недоброжелательница, в любви это соперница, воображаемая или реальная. На работе это просто злая начальница или коллега, которые добиваются вашего ухода. В семье, в родственные отношения может тоже отравлять такая героиня. Сама по себе она, кстати, может быть не опасной. Скорее, королева мечей описывает такую затяжную, длительную, психотравмирующую историю, связанную с невниманием, с нелюбовью, с какой-то критикой, придирками и так далее, и так далее. То есть мы говорим о том, что карта фигурная, обозначает она для вас злую женщину где-то рядом, но это же часто собирательный образ. Вот если вы попадаете вдруг на новой работе в какой-то нездоровый женский коллектив, то вот собирательный портрет этого коллектива, вот это будет тоже королева мечей. То есть она не о ком и обо всех вместе сразу. О чем предупреждает королева мечей? О том, что это время нужно как-то пережить. Это вообще очень спорный вопрос. Тут, опять же, без соседних карт мы скажем, надо вступать в эту конкурентную борьбу с ней или не надо с этой женщиной. Пока достаточно, что вот она есть, она будет. Ведь хуже, если королева мечей – это ваш портрет. А это может быть такое, поскольку вот у нас общее гадание. То есть вы можете королевой мечей выступить. То есть это злая коллега, которая не дает проходу новенькой сотруднице. Это вы, да? Злая свекровь, это можете быть вы. Вы для кого-то соперница, вы для кого-то злодейка, вы для кого-то разлучница. Возможно, вам май, именно вам эту роль подготовит. Почему бы и нет? Иногда можно и выступить. Можно и так. Отрицательные герои, да? Не было бы ни одного кино хорошего без отрицательной героини. Июнь, 6-я карта. Снова мы возвращаемся к пентаклям. Король пентаклей. Очень-очень хорошая карта. Крупная, денежная. Говорит она о том, что вы в руках деньги подержите. Как вот этот вот человек. Присмотритесь, кстати, он никого вам не напоминает. Видите, как он уверенно и
радостно, да, держит деньгу в руках. Какие-то денежные суммы к вам попадут. Это повышение зарплаты, может быть, это какие-то крупные премии, большие, неожиданно большие премии от бизнеса, выгодные сделки, в результате которых вы тоже обогащаетесь. И много-много вообще, вот знаете, таких уже состоявшихся прибыльных денежных дел. А еще король Пентаклей – это, конечно, надежный, верный, часто богатый и очень полезный в деньгах человек. Это может быть кто-то, даже, знаете, какой-то управляющий, который вас просто консультирует на тему инвестиций в ценные бумаги, например, да? Вполне подходит портрет. Это может быть ваш начальник, который вдруг решает повысить зарплату. Но это может быть еще ваш муж, потому что вообще-то король Пентаклей по правилам в колоде это муж, который есть или который у вас к этому времени уже появится, если его пока что еще нет. В любом случае, это мужчина, который вот какую-то очень четкую материальную поддержку вам оказывает. Тоже его лучше не пропустить, лучше ему довериться. И это, кстати, тоже новое романтическое знакомство может быть с человеком, который вам годится в мужья. То есть пока он не муж, но потенциальный, потому что он, например, свободен, потому что он, например, ну вообще хороший, достойный такой. Это достойный король Пентаклей, это достойный человек. Далее 7-я карта и июль, 7-й месяц. Опять король. Вот обратите внимание, это, кстати, редко бывает, дорогие рыбы. Я одна за другой достаю фигурные карты. То есть все они для вас обозначают людей. Мы здесь не говорим про ваш выбор, мы не говорим особо про ваши поступки, про то, что от вас что-то зависит. Даже советов нет, что вам делать, куда идти, от чего отказаться. Вот этого ничего нету, да? Все люди, люди, люди. То есть для вас ключевые слова года – это знакомство и связи. Понимаете, да? Знакомство и связи. То есть год, ну, кого чем обогатит? Для разных знаков это вышло по-разному. А рыб обогатит именно людьми, разными, деловыми, денежными. Вот это опять какой-то деловой человек. Видите, король жезлов, он настолько горяч, что даже, видите, здесь море зажег. Тоже известная историческая личность изображена на этих картах, на всех настоящие люди нарисованы, да. Король жезлов тоже портрет мужчины, очень деятельный, но поскольку жезлы, вы можете быть с ним связаны именно делами, работой, то есть вот это как раз портрет, например, да, начальника или коллеги, который вот так вот указывает рукой на верное направление каким-то новым там высотам по планам продаж. Вот и так далее. Может быть, новый человек, может быть, активизируется старый. Это и про романтическое партнерство речь идет, потому что вот в первом случае, в прошлой карте король Пентаклей, да, я сказал, мужчина, который годный на роль мужа, да, а король жезлов, вот он в мужья не то, что не годится, его просто не поймаешь, понимаете, в мужья, его туда не затащишь. Потому что он как появляется внезапно, так внезапно исчезает. Сам по себе, как все огненные люди, да, они как вспышка, и все, и поминай, как звали. Вот. Но карты очень яркое, жаркое, страстное знакомство могут описывать. То есть это человек, знаете, с горящими глазами, с каким-то вечно громко бьющимся сердцем. Человек, который куда-то зовет, обжигает страстью, вот и так далее. Поэтому это, опять же, жизнь, наполненная знакомствами для вас. Ну и влиянием, и вмешательством этих самых людей, потому что иначе бы они в гадании не появлялись. В гадании появляются только люди, которые вот какой-то след, вот какой-то отпечаток оставляют на вашей жизни. Просто люди, вот если он прошел и как ничем не зацепил, их в картах не будет, понимаете? В картах появляется вот важный человек,
Этот указал правильное направление, где деньги зарабатывать. Другой замуж позвала. Так, ну, важные какие-то люди, короче говоря. Далее, 8-я карта, это получается август, да? 4 кубков, время передохнуть. 4 кубков – это карта равнодушия. В первую очередь равнодушие ваше. Карта сообщает, что вам очень многое почему-то не захочется, и есть риск, большие возможности, какие-то приглашения пропустить. Собственно, назначение карты только такой, совет только такой. Отдыхать всем надо, и вам виднее, когда это сделать. Но что-то судьба может мимо вашего носика в это время пронести, и потом будет, конечно, мучительно жалко. Сентябрь, 9-я карта. Сентябрь это будет, карта мир. Видите, к какому-то рубежу, к какой-то жизненной черте вы подойдете к началу осени, что тоже в целом объяснимо с точки зрения астрологической, потому что, знаете как, представьте, что вот у вас дни рождения где-то в марте, да, ну или там в конце февраля, а сентябрь для вас это полюс года, то есть полюс для вашего соляра. И во всех случаях это переломный момент. Вообще вы должны были наблюдать, что для вас ровно на вот полюсе года, да, на противоположном конце, это где-то в сентябре или в конце августа получается, да? Да, точно. Для вас вот какое-то переломное, кризисное время, не обязательно болезненно, но что-то сильно менять. И вот здесь, вот видите, у вас в сентябре карта мир, последняя в ряду старших арканов. То есть это очень естественное, гармоничное завершение определенного жизненного цикла. Определение, завершение работы, может быть, завершение какого-то бизнеса для вас, завершение любви, отношений, или конец семьи даже, может быть. Или это вы заканчиваете проживание по определенному адресу, в определенном месте, городе или стране. То есть вот вы там, вот какой-то этап жизни прожили вот в этой роли, скажем, или в этой локации где-то. И, естественно, карта мир предполагает, что вы уже задумываетесь или видите какую-то новую перспективу. То есть куда вы идете дальше. Далее октябрь. 10-я карта в октябре. Довольно год беспокойный, насыщенный очень разными событиями. Я бы сказала, что нет единой темы. Много дел, много профессиональных возможностей, много денег, особенно в первой половине года. А вот во второй половине года вот такое ощущение, что мы только что ее коснулись, по сути, да, такое ощущение, что вы будете больше думать уже, чем делать. Наверное, все сделаете в первые месяцы года, отработаете весь план, 5-летку за полгода. И вот здесь вот вам выпадает 8 мечей. Не сильно крупная, но мудрая, не свободу. Она описывает не свободу. Разные довольно травмирующие ситуации по ней идут, когда вам приходится подчиняться обстоятельствам, другим людям, подчиняться долгу, подчиняться вообще всему тому, чему подчиняться не хочется. Давление, часто вероломное, идет вот по этой карте. Причем интересно, что никакой логической подводки к этим неприятностям я тут не вижу. То есть нет такого, чтобы вот мы поняли, вы тут ошиблись, там свернули не туда, там вас куда-то не туда позвали, и вот понятно, вы запутались. По сути, вот этот герой или это тут героиня, не знаю, на этой карте, она запуталась. Вот ее в чем проблема. Кто-то запутался в долгах, например, денежных можно запутаться. Кто-то запутался в бизнесе, в обязательствах в бизнесе, да? Кто-то запутался на работе.
может же быть такое, то есть не под силу разобраться с обязанностями, с этими бесконечными планами, с этой ответственностью, но можно запутаться и в семейной жизни, и в любовных отношениях. То есть именно карта октября, у вас такая запутанность, очень внезапно это все. Прям вот максимально внезапно. Знаете, как на ровном месте. Все так хорошо было ровно, а тут... А зачем карта появляется в раскладах и в общих, и в личных? Чтобы предупредить вас, что надо срочно избавляться. Ну, то есть не подчиниться, карта призывает. Это будет очень трудно. Кстати, это может быть, бывает, что это давящее начальство. Вот если мы не глубоко копаем, да, а вот на самом простом уровне. Что такое 8 мечей? Это вдруг, знаете, вот начальство у вас взбеленилось, да, и начинает на вас как-то очень сильно наседает, какие-то удваивает план или требует то, чего прежде, на что вы прежде не соглашались, да? Вот такая вот какая-то история, то есть запутанность, от которой обязательно нужно избавляться. Далее ноябрь, 11 месяц. Посмотрим, избавились вы, кстати, или нет. Опасные месяцы. Видите, карты вам обещают. Да, октябрь, получается, и ноябрь, я сейчас сказала, надо избавиться. А тут дьявол дальше выпадает. Видите, какие-то силки закручиваются. Как будто вы наступили вот в капкан и вовремя ножку-то не выдернули. Ну, карты, может быть, и не страшно. Они, например, просят не брать на себя лишнюю ответственность. Потому что такое несвобода? Это когда вы наобещали, например. Или когда вышли, взялись за какое-то дело, ну, например, на работу вышли, или за какой-то бизнес, неподъемный для вас. Ну, вы физически, например, по времени, или там желаний у вас не хватает, может быть, образования, знаний каких-то не хватает, да? Это какая-то тяжелая учеба иногда. Вообще, 8 мечей – это вот студент, который нахватал себе кучу отработок, и сидит, и хватается за голову, и понимает, что все, он не выберется. Он ко дню зачета он это все не отработает, не сдаст, не сможет. Все вот так вот. Невозможно, все исключено. А дальше дьявол, видите, в ноябре выпадает. А дьявол – это уже та же несвобода, но только помноженная в несколько раз. И тут уже вообще в какой-то тугой узел все завязывается. Дьявол – это момент, когда любой ваш выбор, понимаете, ну, в заданной теме, естественно, будет несвободным. Все, что вы выбираете, это только из двух зол, это только под давлением обстоятельств, и это выбор, который совсем не хочется делать. Поэтому так смотрите, это может быть выбор, опять же, в работе, в профессии, между двух. Какой-то тупик профессиональной истории заходит, и, например, 2 предложения о работе. Но ни то, ни другое вам не нравится, вы туда не хотите, вас просто как выкручивает, понимаете, вынуждает жизнь. И такая же это безвыходная ситуация, по большому счету. В любви, может быть, в личной жизни, да, когда вы с вашим партнером вообще не можете договориться. Вот не можете договориться, и то, например, расстаться или продолжать вам отношения, да? 2 же варианта. Ну, либо вы вместе, либо вы врозь. Но оба эти варианта плохи, потому что расстаться вы не можете, вам пока еще очень скучно, порознь, да? А остаться вместе тоже не выход, потому что вам еще очень тошно рядом друг с другом. То есть вот какая-то такая история. Но очень, и они вместе, это вот сдвоенная история, да, октябрь, ноябрь, это одна и та же ситуация, она просто такая протяженностью в
парочку месяцев. Надеюсь, что парочку декабрь должен уже все прекратить, этот кризис. Карта Луна вам выпадает в декабре. Карта Луна много разных вещей описывает. Это старший аркан, конечно, она такая очень содержательная. Главный ее смысл – это тайна, обман, иллюзии, заблуждения, картинки, которые кто-то транслирует как диафильмы вам в голову, или вы кому-то точно так же пытаетесь там заморочить голову. Луна в данном случае, я бы сказала, это знак неизвестности. То есть, по сути, карты эти, колода, как будто бы отказывается ставить точку в этом раскладе для вас. Вот мы достали 12 карт. И мы какой-то финал года должны увидеть, ну, определенный, например. А тут все растекается, все размазывается, да? Луна – это лунный свет. Всегда такой жидкий, да? Всегда очень зыбкий, правильно говоря, да? Вот лунный свет, он очень зыбкий. Ты что-то увидишь под светом луны, а только сморгнешь, а его уже нету. Вот она такая, то есть в какую-то неизвестность финал года вас погружает. Может быть, сомнения, может быть, кстати, в какие-то глубокие чувства. Потому что в целом вот эти карты конца года, да, я сказала, например, про любовь. Любовная зависимость, аддикция, невозможность отвязаться от определенного человека. Это все 8 мечей. Крайне болезненная ревность какая-то, нездоровая привязанность. Это все 8 мечей. Карта дьявол. Все то же самое, но только помноженное в 4 степени. То есть то же самое. Любовные страсти, которые выматывают, которые не обогащают, а буквально доводят до там, болезни или что-то еще такого, чего-то вот такого вот. И тогда вполне логично появление Луны. Это глубокое чувство и большой-большой вот такой вот знак вопроса, который повисает в воздухе и никуда не девается. Поэтому вот видите, как будто бы карты поделили, в принципе, ваш год немножко, да, они поделили на очень четкую, понятную, деловую, денежную первую половину года, или там 2/3, да, наверное, да, и довольно запутанный конец. Но что с этим делать, я тоже вам сказала, да, любую болезнь, в том числе и любовную лихорадку, легче всего, ну, во-первых, просто предупредить, потому что профилактика дешевле лечения, а во-вторых, лечить ее нужно в зародыше, да, душить в зародыше, уничтожать, избавляться от нее, чтобы она не разрослась, не выросла вот в дьявола, в луну, потом и так далее. Это для вас совет карт. Я еще раз скажу, что я страшно рада, что мы встретились в это по-настоящему волшебное время. Между 2 Рождествами карты сейчас особенно откровенны. Спасибо и увидимся.